Кто может отрицать, что Чингук и Тэхён живут вместе? Вот доказательства. Хейтеры не смогут ничего сказать после этого. В нескольких прямых трансляциях и после возвращения из аэропорта их видели садящимися в одну машину и уезжающими в один и тот же дом. Здесь я подытожил все, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Не забудьте оставить свой комментарий, мы все обсудим там. И на этой неделе я сделаю специальное видео, посвященное лучшему комментарию на этом канале. Продолжайте смотреть наши лучшие видео. Спасибо. Люблю вас всех. Вигуки, Тикук, навсегда. Лучший комментарий будет закреплен как способ почтить их любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Да вознаградит Господь всех вас за вашу доброту. Фиолетовое сердце, сложенные ладони. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не представляет собой подтвержденные факты. Всем привет! Прежде чем мы начнем, обязательно досмотрите до конца, потому что вы не захотите пропустить этот момент. Добро пожаловать на VR-эффект. Мы все еще здесь, и я чувствую, что больше не могу оставить эту жизнь. Эта прямая трансляция стала убежищем, местом, куда хочется возвращаться снова и снова, потому что то, что Тэхён и Чингук показали нам, было настоящим, интимным и глубоко трогательным. Каждый жест, каждое совместное молчание, каждый взгляд запечатлелись в моей памяти как нечто, что я никогда не забуду. Это не была просто очередная трансляция, это было окно в их мир, их рутину и в то, как они выбирают друг друга каждый день. Тэхён выглядит совершенно непринужденно в доме Чингука. От совместного пения в караоке до ношения одинаковых тапочек и отдыха на диване в такой естественной и мирной манере, все здесь кажется родным домом. Это не поведение человека, который просто зашел в гости, это поведение того, кто здесь живет, кто чувствует себя здесь в безопасности. Дом Чингука – это также дом Тэхёна, потому что именно так это ощущается, когда два человека делят свою повседневную жизнь. Есть нечто очень ясное в том, как Тэхён говорит не один, а два раза, что собирается спать рядом с Чингуком. Он не говорит это нерешительно или как случайную мысль, он говорит это с уверенностью, как часть своей рутины. И реакция Чингука, нежная улыбка и сияющие глаза, подтверждает все. Они понимают друг друга без слов, потому что их связь уже установлена. Они делят пространство, отдых и ночное спокойствие, как пара, которая заботится друг о друге и поддерживает друг друга. Взгляды, которыми они обмениваются, говорят сами за себя. Они не ищут никого другого вокруг. В эти секунды мир сжимается до них двоих. Тот момент на диване, такой обыденный и в то же время такой интимный, показывает, насколько им комфортно вместе, в их собственном пузыре, где все просто и искренне. Этот эфир ощущается как еще одна ночь Вигуков дома. Мы и Чимин были лишь свидетелями того, что уже существовало до включения камеры. Привязанность между ними видна в мельчайших деталях, в том, как они говорят друг с другом, как ищут взгляды друг друга и как вместе смеются. Между ними существует такая сильная близость, что порой кажется, будто мы становимся свидетелями чего-то глубоко личного, словно мы случайно заглянули в их частный момент. Они флиртуют, смущаются и теряются друг в друге. Сколько бы лет ни прошло, они ведут себя как два человека, которые продолжают выбирать друг друга, которые все еще открывают и наслаждаются друг другом. Их манера общения нежная, деликатная и полная уважения. Невозможно не почувствовать нежность, видя, как они относятся друг к другу, как они заботятся друг о друге и как поддерживают друг друга эмоционально. Неважно, сколько времени прошло или через что они прошли вместе. Тэхён и Чингук дополняют друг друга, потому что они являются неотъемлемой частью жизни друг друга. Ясно, что они занимают особое место в сердцах друг друга. И хотя они проводят вместе долгие часы, они никогда не упускают возможности прикоснуться друг к другу, чтобы подтвердить эту связь маленькими, но значимыми жестами, например, когда Тэхён берет Чингука за руку и нежно поглаживает ее, не спеша. Это прикосновение говорит о доверии, о любви и о близости, которая не нуждается в объяснениях.
И поскольку сейчас Рождество, давайте отпразднуем это особенное время с Тэхёном и Чингуком, двумя людьми, которые, когда они вместе, наполняют воздух отчетливой, нежной и честной энергией. В том, как они смотрят друг на друга, есть что-то такое, что меняет все, словно мир убавляет громкость, и остаются только они вдвоем. Когда глаза говорят сами за себя, слова не нужны, когда взгляд говорит «я здесь, и я выбираю тебя без слов». Чингук очень ясно показывает то, что чувствует. Его глаза загораются всякий раз, когда Тэхён рядом, и он, кажется, не заинтересован в том, чтобы это скрывать. Это постоянное, непоколебимое, почти защитное внимание. Даже если вокруг другие люди, даже если ситуация шумная или хаотичная, Чингук всегда возвращается к нему. Его взгляд терпеливо следует за ним, словно Тэхён, его тихая гавань, его любимое место. Был один особенный момент, который запечатлелся в памяти многих. Чингук был там, разделяя пространство с другими, но его внимание ни разу не дрогнуло. Все в нем было направлено на Тэхёна. Чингук смотрел на него так, словно вся его вселенная сосредоточена в этих глазах, словно ему не нужно ничего больше, кроме простого акта созерцания его, чтобы чувствовать себя полноценным. Тэхён, хотя и не смотрел на него прямо, чувствовал это. В жизни бывают такие моменты. Ты не видишь, кто на тебя смотрит, но ты знаешь, ты чувствуешь сладость любящего взгляда, и твое тело узнает это раньше, чем разум. Тэхён улыбнулся широкой, искренней улыбкой, той самой, что возникает, когда ты знаешь, что тебя любят. И когда он подошел к Чингуку, эта улыбка отразилась на его лице еще глубже, словно все Рождество сосредоточилось в этом жесте. Любовь витала в воздухе, и не нужно было находиться в том же месте, чтобы почувствовать ее. Даже через экран эта связь ощущалась реальной, близкой и всеобъемлющей. Это не была преувеличенная или трудная для понимания эмоция, это была та любовь, которую чувствуешь в мелких деталях, в том, как вы подходите друг к другу, и в том, как ваше тело ищет другого, не задумываясь. Еще одним незабываемым моментом было то, как Чингук осторожно обнял Тэхёна за талию, и они начали медленно двигаться вместе в такт ритму, словно существовали только они двое. Чингук закрыл глаза, его руки оставались там, уверенные, но деликатные. Тэхён принял этот жест естественно, как нечто, что всегда принадлежало ему. В этом медленном танце было уважение, близость и глубокая интимность, не требующая объяснений. На несколько секунд показалось, что весь остальной мир не имеет значения. Камеры стали бессмысленными, шум исчез, и осталось только это общее пространство. Это было похоже на проблеск частного момента, один из тех случаев, которые случаются только между двумя людьми, которые по-настоящему знают друг друга, понимают друг друга без слов и выбирают друг друга снова и снова. Отношения между Тэхёном и Чингуком кажутся чистыми, сильными и драгоценными. Со временем эта связь не ослабла, напротив, она, кажется, стала еще глубже и надежнее. В том, как они поддерживают друг друга, чувствуется зрелость, в том, как они заботятся друг о друге простыми, но значимыми жестами. Сегодня, в этой рождественской атмосфере, эта любовь кажется более живой, чем когда-либо. Она не кричащая и не нуждается в одобрении, она просто существует. Тэхён и Чингук разделяют историю, состоящую из взглядов, улыбок и моментов, которые говорят сами за себя. И именно это делает ее такой особенной. Есть узы, которые понимаешь без долгих объяснений. Достаточно просто внимательно понаблюдать, чтобы понять, что происходит нечто важное. Именно так воспринимаются отношения Тэхёна и Чингука. В каждой встрече, в каждом совместном моменте есть эмоциональная последовательность, которая остается неизменной с течением времени. То, как они ведут себя вместе, внушает чувство безопасности, спокойствия, которому не нужны громкие жесты, чтобы казаться настоящим. Когда они вместе, атмосфера неуловимо меняется. Их глаза встречаются естественно, словно они годами говорят
Эта гармония не появляется за одну ночь. Это результат общей истории пережитого вместе опыта и доверия, созданного шаг за шагом. Тэхён и Чингук прекрасно понимают друг друга. Маленький жест, едва заметная улыбка или долгий взгляд говорят гораздо больше, чем любые слова. За эти годы их связь стала только крепче. Сегодня она кажется более стабильной и осознанной. Эмоциональная зрелость проявляется в том, как они заботятся друг о друге. Чингук проявляет особое внимание к Тэхёну, а Тэхён отвечает защитой и спокойствием, которое окутывает все вокруг. Эта динамика говорит о глубокой связи, в которой они оба находят взаимную поддержку и понимание в это особенное время года. Рождественская атмосфера еще больше подчеркивает их близость. В их общении чувствуется особое тепло, словно они разделяют свое собственное пространство, даже когда окружены другими. Они не ищут внимания, они просто делят момент. Этот последовательный выбор быть вместе говорит о многом, о том, что они значат друг для друга. Многие, кто следит за их путем в течение долгого времени, легко узнают эти детали. Это не обязательно должно быть очевидным на первый взгляд. Отношения между Тэхёном и Чингуком выражаются сдержанно, но твердо. Это присутствует в том, как они стоят рядом, в том, как они смотрят друг на друга, когда думают, что никто не видит, и в том, как они поддерживают друг друга без слов. Их история состоит из маленьких мгновений, которые в совокупности имеют огромную ценность. Общий смех, уютное молчание и жесты заботы, возникающие спонтанно. Эта сумма моментов выстраивает отношения, которые кажутся искренними и постоянными. Чингук и Тэхён двигаются вперед вместе с доверием, которое кажется незыблемым, словно они оба знают, что могут рассчитывать друг на друга без колебаний. Этот новый знак, который заметили многие, согласуется со всем, что они показывали на протяжении долгого времени. Это подкрепляет идею о том, что их связь все еще жива, присутствует и оберегает.